Сегодня мы сравним 3 самых лучших кварцевых покрытия для кузова автомобиля. Мы проверим их на мойке самообслуживания с губкой, помоем их высокощелочным шампунем для грузовиков. После этого мы попробуем оттереть их обезжиривателем для кузова. Мы узнаем, придают ли они блеск и добавляют ли они глубину цвета. А также вы узнаете, можно ли нанести их на обычной мойке самообслуживания и сколько это займет времени. Ветер шумит негромко, листва шелестит в окне. Идет не спеша девчонка, 16 лет. Дубль 1, кадр 1. Здорово! В общем, сегодня у нас продолжение нашего сравнения гидрофобных, защитных, быстро наносимых покрытий. В прошлый раз я хочу вам напомнить, мы сравнивали быстрый воск от Грасс и твердый воск от Фусса. И в комментариях вы написали о том, что Вова, воск уже не моден и нужно сравнивать кварцевые покрытия. Большинство голосов было отдано вот этим двум средствам. Первое — это от Leraton S6 Quartz Master. Второе — Shine Systems Fast Quartz. Эти составы можно наносить, во всяком случае Shine System, поверх твердого воска. Не сказал, Leraton стоил на рынке 900 рублей, ну его реальная цена где-то 800. Вот этот стоит 700 рублей. И, соответственно, все. Ну, вот за те вы голосовали. Наносятся они все примерно одинаково на мокрую машину. Вы просто разбрызгиваете и смываете. Я посмотрел много роликов сравнительных, как их наносить. Для лучшего результата говорят, что лучше нанести и протереть это губкой. Ну, как бы располировать. Мы сделаем сначала побрызгаем, потом еще разотрем губкой, дадим им максимальные шансы. Мы просто выясним сегодня, кто из кварцев лучший. Естественно, когда смотрел, как наносить и что делать, я вывел для себя по видео, по остальным, лучший состав. Лучшим составом оказался Mizu. Самым дорогим 1200 рублей. Вроде как это даже Япония, но судя по тому, что нет никаких опознавательных знаков, штрих-кодов и так далее, дошли слухи, что разливается это просто где-то во Владивостоке. Но это не важно. Здесь в единственном составе указано содержание вот этого элемента. Не помню, по-моему, диоксид кремния называется. 10%. В остальных мы не знаем. Это не заявлено. Shine System не успели ответить, и Leraton мне не отвечали. Как всегда, у нас есть ведро. И ведро сегодня это, как всегда, не моя Веста. Сегодня ведро у нас ведром, а сравнивать мы будем на вот этой BMW. Потому что не все капоты на Диком Западе у БМВшников еще чистые. Соответственно, у нас все по старинке. Так, мы наносим, делим на 3 части и начинаем мыть. Сегодня мы решили упростить процедуру, потому что в прошлый раз, пока мы 30 раз помыли машину, уже стемнело. А сегодня время 7:30, поэтому нам надо ускорить процесс. Ускорять мы его будем таким способом. Первое, мы помоем на мойке самообслуживания. Будем наносить пену, растирать ее губкой и смывать. И так будет 5 раз. После этих 5 раз нам поможет наше красное ведро. В него мы нальем. Уж если у компании Грасс с аксессуарами, которые ломаются, я имею в виду разбрызгиватели, все плохо, то вот эта штука, это называется концентрат для грузовиков. То есть это автошампунь самый лютый, двухкомпонентный. Мы его взболтаем. Поверьте, кроссовки, вот эти вот белую часть подошвы, он отмывает лучше, чем Пимолюкс. А вы знаете, я любитель белых кроссовок в Санкт-Петербурге, это провал, но тем не менее. Вот эта штука реально может оставить дырку тебе в капоте, брат. Ну что поделаешь. Соответственно, 5 раз моем этим. И у нас еще есть даже обезжириватель. То есть, если мы не увидим смытие при таком жестком мытье машины, мы не увидим смытие материалов, мы попробуем это все еще и обезжирить. Возможно, что-то продержится. Объясню, почему 10 моек это жестко. Во-первых, жесткая химия. Во-вторых, каждый раз мыть губкой это тоже жестко. А в-третьих, для этих составов это не твердый воск. Его гораздо проще наносить. Раз в 10 моек можно это сделать. Ну все, мы начинаем. Тыгадык, тыгадык. Красавчик, братан. Да пошел ты, правда хотел сказать спасибо. А в общем, видели, гидрофоба здесь нет совсем. Мы его сушим, клеим. Я вот думаю, может обезжирить или не надо?
Нет, не будем обезжиривать, потому что большинство не будут обезжиривать перед этим нанесением, и производителям ничего не заявлено. Так что мы сейчас просто сушим, клеим скотч, наносим и тестим. Самое мне интересное — тесты. Счастливый. Сезон официально считаю открытым. Ура, товарищ! Мы наносили как можно было лучше. Распылили, смыли, потом распылили губкой, еще растерли. Говорят, что этот состав, возможно, через 8 часов станет крепче. К сожалению, 8 часов у нас нет, а состав у нас есть. Огромное спасибо Лератону за триггерный распылитель. Потому что если бы не он, мы бы остальные не нанесли. Я думаю, можно остановиться. То есть сейчас, как вот видите, посмотри, капельки тут прям видны. Цвет стал глубже, ты заметил? Глубина цвета появилась, разницы между составами нет. Так что все, мы начинаем, да, сначала лайтовенькую, то есть вот тут с губочкой, 5 раз смотрим, если нет, то тогда вот этот едкий, мы даже для него перчатки взяли, чтобы не растворить все до костей. Итак, ребята, то, что вы видели, это 5-я мойка. На удивление, они работают при таком легком нанесении. Ну, ты думал, что нет? На самом деле, слишком легко наносится, да, что держится. Ну, ладно, это 5 моек, а пена откисла и сверху губкой. Итак, наш традиционный тест водичкой. Так. И вот про что я вам говорил. Смотрите, здесь, когда стекает вода после шимы, или как он, мизу называется, она сухая. Сухая? Сухая. Здесь вот капли остались, гидрофоб есть. Здесь капель практически нет. Это сухая. Ванек, проведи сам пальцем. Сухая? Отошел с таким лицом, сухая. Через 5 этих составы работают. Я не скажу, что есть какая-то разница, но, по-моему, они после нескольких моек приобрели свою силу. Согласен? У нас этот растворитель костей нужен. Давай, неси, будем разбавлять. Итак, 5 моек, перчатка не расплавилась, все нормально. Ну что, я уже вижу, что вот здесь Лератон сходит. Ну давайте для наглядности тест. Ждем. И что понимаем? Ну тут сухо, тут также сухо. Лератон начал смываться почему-то вот здесь. И, конечно же, сразу начались разговоры типа, да ты, наверное, там не дотер. Да нет, дотер, все же нормально вначале было, правильно? Так что вот, естественно, у нас есть проигравшие, но нет победителя. И это странно. Хотя все-таки, да, видишь, он всегда, да. Вот Ванек тоже говорит, что правый самый топовый. Я считаю, что если выдержит что-то обезжирку, то это будет прям вот, да? Обезжирку ж ничто не должно выдержать. Давайте обезжирим.
Я, по-моему, уже мультики вижу от этого шампуня. Итак, ребятки, мы обезжирили капот. Вначале прошлись тряпкой, потом брызгали. Короче, в общем, 3 раза мы обезжиривали капот нормальным обезжиривателем из строительного магазина. И что? Нужно посмотреть. Комментарии будут потом. Есть ведерко красное. Я не буду говорить, что твое ведро. И мы выльем из этого ведра на машину. Итак, погнали. И кто? Так, Лиратон работает, нет? Ну, наверное, уже... Ну, вот этот, смотри, ты видишь? И вот тот, да? У Лиратона, вот чтобы вы понимали, то есть эти, если с каплями, то у Лиратона здесь еще вода. То есть это все вода. Вот это владелец автомобиля, Иван, просил его не показывать. Но ты сам-то думаешь, какой лучше? Правый сам. Почему? Ведь одинаково с этим, нет? Правый явно по суше. По суше. А на самом деле, вот после обезжиривания сложно сказать, какой этот или этот лучше. Но в процессе всей мойки Ванька говорит именно об этом, о том, что вот эта часть всегда высыхала быстрее. Сейчас мы опять же попробуем нанести на всю машину. Мы машину уже помыли. Сколько это займет времени и подведем итоги. Мойку надо, короче, мне открывать. Я так доволен результатом. Мойка будет называться «Красное ведерко», да? Или 2 товарища, или 3. Сейчас вам покажу, как она смотрится. Просто посмотри. Давайте про тонкости. Стекла мы нанесли. Не стали наносить лобовое, потому что мало ли какой-то вот будет оттенок. Поэтому, Вань, если будет плохо, то обезжиривателем ты все равно ничего не сотрешь. Обезжиривателем ты все равно ничего не сотрешь. Так что давайте перейдем, соответственно, к нашим конкурсантам. Итак, первый наносимый Лиратон S6 Quartz Master. Ну, какое ему место отдаем, господа? Последнее. Но у него есть плюсы. Он безумно вкусно пахнет, потому что остальные воняют так себе. И у него есть триггер, который, соответственно, выдержал распыление на всю машину. Дальше у нас Shine System Fast Quartz. Работает он лучше, на наш взгляд, чем Quartz Master. Его больше за эту цену. Напомню, он стоит 660 рублей, если быть точным. Он, получается, самый выгодный, да? То есть он не хуже всех держится, и он самый дешевый. Поэтому ему почетное 2-е место. Поскольку сравнивали мы именно работу кварца, а не практичность, в общем-то, баллона, мы отдаем 1-е место, да? Все единогласно. Даже с мойки парень пришел и сказал: а ого, а что у вас треть капота сухая? Вот, отдаем Мизу. 10% содержания, вот сними. CO2. Это что? Оксид серы? Нет? Ну ладно, я в химии такой же, как и в детейлинге, в общем, знаете. Найти крайне сложно, есть в одном магазине Санкт-Петербурга, но, насколько знаю, что у всех этих составов есть концентрат. Если вы следите за тачкой, можете взять концентрат, это дешевле. Я вам оставлю, наверное, название полностью в описании. Пока не забыл сказать, мы после нанесения не поняли результата. После того, как смыли высокое давление мойкой, поняли, что они действительно работают. Возможно, после нескольких мытьев автомобиля, после нескольких моек автомобиля, они будут работать, вот вы увидите конкретный результат. Плюс еще, насколько я знаю, насколько я слышал, читал в интернете, что через 8-10 часов они там приобретают полностью свои свойства, и может и цвет быть глубже, и работать они будут лучше. Это все в теории, на практике мы этого, к сожалению, проверить не можем. Однозначно я считаю, что мы взяли лучшие составы. Но если вы считаете, что есть более лучшие, пишите об этом в комментариях. Соберем опять топчик, снимем, проверим. Машин у нас, конечно, уже не осталось. Возможно, кого-нибудь из подписчиков порадуем. Купим, да? Купим. Так что все, обязательно напишите в комментариях, мне интересно, что мы дальше сравниваем. На этом все. Всем мир и пока. Тебя
Что мне чужая стала